Добрый день. Это ролик про отличные советские тиски. В общем-то, краткое содержание предыдущих серий. Тут мне советовали в ролике про тиски, что только советские хорошие. Вот у меня как раз такие есть. Вот конечный вид изделия. Уже сейчас с этого ракурса он выглядит гораздо приличнее, чем с того. И, собственно, состояние настоящим, да? Та-да! В общем, по сути и по факту я немножко лоханулся. Купил я подержанные советские тиски. Как мне продавец объяснил, причем поганец, конечно. Привет тебе. Ладно, бог с ним. Получил свои 4,5, получил. В общем, все было нормально, но потом они вот треснули. Естественно, я потом посмотрел. Молодец, да. Продавал как типа восстановленные тиски. И покрашенные. Я еще тогда удивился, думаю, а зачем, собственно, красить? Если бы я продавал тиски, я бы, их смазал бы там, почистил. Красить я не стал бы, что заморачиваться. А тут прям вот, как у кота яичко, блестит все. Надо было насторожиться, естественно. А я вот не насторожился. В общем, в итоге тиски еще раньше, естественно, треснули. Не менее ушлые ребята их кое-как заварили, чтобы они кое-как держались. И вот, соответственно, я так понимаю, продавец покрасил. Вот. В общем, вот так. Так что, если вы видите это видео, то я так все-таки надеюсь, что я тиски восстановил. А далее, как говорится, приятного просмотра. Так, теперь, собственно, о мотивационной стороне вопроса. Можно, в принципе, купить, конечно, новые. Вернее, не так. Можно вообще новые. Благо, выбор сейчас есть. Можно такие же или какие-то еще там советские. Они тоже продаются на Авито. В общем-то, все что угодно можно. Но мне, если честно, жалко денег. Вот прям жалко денег. И вот у меня возникла такая плюшкинская мысль, жлобская. Их восстановить, но, скажем так, частично. Я хочу объяснить свою мотивационную политику. Значит, вот эта часть корпуса, поворотная, очень хорошая. Винт просто отличный, толстый, каленый, и так далее. То есть вот нужно заменить только подвижную часть. Что вот я, придумал, вернее планирую. Диаметр вот этой вот цилиндрической части 78 миллиметров. И я рассчитываю подобрать трубу или подобрать, вернее, пока два варианта. Или подобрать сюда трубу и какие-то, не знаю, вкладыши, может быть, чтобы она там не болталась. Или вытащить трубу. Не знаю, первый вариант мне нравится больше, но посмотрим. Труба у меня есть, но она просто в другом месте, надо привезти. И вот тогда поглядим. Значит, туда помещаем трубу, а здесь, если это все удалится, будет вот кусок швеллера. Вот у меня есть кусочек 10-го швеллера. Он идеально вот так вот сюда проходит. И я планирую туда поместить, вырезать, естественно, под диаметр. И, наверное, еще какие-то ребра жесткости приварить к нему, чтобы он там жестче себя ощущал. Вот такой план. И губку вот эту подвижную отсюда свинтить и поставить сюда. Это вот такой у меня план. Вот как он осуществится, не знаю. Потому что покупать новые тиски — это лотерея. Это в любом случае лотерея. А здесь вроде бы как они уже
я их уже смонтировал, ну прям просто жалко. И в целом они хорошие, они меня, в общем-то, полностью устраивают. Вот надо просто их восстановить. Все. Итак, продолжаем. Привез я трубу 76-ю. Она предсказуемо, так сказать, оказалась меньше диаметром, болталась там как там кое-что в стакане. В итоге я, в общем, подобрал опытным путем вкладыши, ну, из тонкой полоски. Сейчас покажу. Вот, из такой вот полоски согнул две, как сказать, два кольца. Вот, два кольца. И вот сейчас она, вот я ее, конечно, как-то там она шатается. Как-то она там шатается. Но в пределах разумного. Все, вот они, старые элементы. Вот я такой же для демонстрации. Это, конечно, только уже металлолом сдадим. Все, дальше теперь я думаю, что буду размечать швеллер, губку и вот планировать вырез под диаметр и самое главное планировать место. Ну, пока еще и не знаю точно. В общем, пока вот следующий этап это швеллер. Будем заниматься швеллером. Так, продолжаем. Значит, вкладыш я приклеил. Все там, труба стоит, ну, относительно плотно. Относительно. Вот, промежуточный наш этап. Все, облако, в общем-то, уже вырисовывается. Да, вкладыш я приклеил, самое главное, не сказал. Отверстие в швеллере просверлил. Не без трудностей, но, в общем-то, просверлил. Все. И вот, поскольку ширина 10-го швеллера меньше ширины губок, вот я придумал такое решение. Оно мне показалось вполне себе изящным. 12-й швеллер у меня остался обрезок от лестницы. Кстати, вот ссылку приложу. Все. В общем-то, вот сейчас я хочу прихватить где-нибудь внизу, потом обрезать этот швеллер вот так вот за подлицо. Вот этот маленький, ну, 10-й. Все, и потом уже заниматься трубой. То есть в трубе там нужно будет вырезать паз под, ну, как его назвать? Это не гайка, ну, пусть будет гайка такая, неподвижная. Вот. Под него надо будет паз вырезать. И потом обрезать уже трубу по месту. Ну и почти уже все. Потом надо еще будет смонтировать ограничительное кольцо. Но это уже забегая вперед. Все, продолжаем. Так, ну все, приварил я обрезок швеллера к другому швеллеру. Кстати, пользуясь случаем, хочу отметить, что магнитная масса работает отлично. То есть обычно я и не пользовался, потому что она была не в лучшей форме, но с некоторых пор она чувствует себя гораздо лучше. Я тут что вспомнил, видел одного блогера, как бы сказать, претензию ко многим кликбейтным блогерам, в том смысле, что вот он говорит: ребята, делайте самоделки, но в следующем видео он изобретает все по новой. То есть он своими самоделками сам не пользуется. Так вот это, я с этим полностью согласен. Надо пользоваться. Ну, по здравому смыслу надо. Так, ладно, идем дальше. Все, тут, собственно, со швеллером почти все. Теперь у нас труба. В трубе будет дальше прорезаться паз. Отрезаться лишнее. И потом уже будет ориентироваться, собственно, вот это вот швеллер с губкой относительно трубы. Все, и потом уже, собственно говоря, привариваться. Ну и, в общем-то, почти будет все.
Так что продолжаем. Так, продолжаем. Значит, прорезал я паз в трубе. Сначала, значит, чем я резал здесь коронкой. Ну, сначала разметил, конечно, ось. Потом коронкой на 35 просверлил. Второй корон, ну, вернее, этой же коронкой в двух точках. Вот, а еще до этого сначала рассчитал, где надо сверлить. Ну, это я так рассказываю, лишние подробности, по сути. Все, потом болгаркой прорезал. Первое приближение оказалось мало, потом еще чуть дорезал, потом вот зачистным диском довел. Ну, а здесь торцы лобзиком доводил, электролобзиком. Все, сейчас покажу, как это работает. Так. Ну и вот я их смонтировал. Значит, я рассчитал так, что крайнее положение выдвижное будет так, чтобы труба, как бы это сказать, ну, находилась все-таки в двух точках крепления, чтобы она туда не убиралась. Вот. А передняя часть, у меня ограничение по вот этому листу, как его зовут, ОСБ. Все, вот теперь, соответственно, вот так вот это ставится. Ну, на самом деле я рассчитывал, что передняя часть будет с небольшим запасом, чтобы она не упиралась в сам паз. Вот примерно так это вот по задумке должно выглядеть. Вот у нас, собственно, облик морали. Вот он, в общем-то, и вырисовывается. Все, теперь следующий этап у нас приваривание здесь, ну, вообще приваривание швеллера к трубе и подпоркой его, ну, я ничего толком не знаю, сейчас подумаю, как лучше, уголками, чтобы здесь была большая жесткость. Все, и потом останется только уже монтаж винта. То есть здесь какую-то пластину надо будет думать. Я изначально думал, что она по центру. Нет, она, оказывается, нифига не по центру. Ну ладно, это, в принципе, не имеет значения. Просто надо это иметь в виду. Все, а так, в общем и целом, все у нас, в общем-то, все вполне работает. Так что все, в общем, пока неплохо. Так, все, приварил я, как их называть, косынки. Ну, в общем, элементы жесткости. Нарезал я из листа, из 10-го листа вот полоску, а из полоски уже потом такие вот треугольнички. Вот, три штуки. Все. Теперь у нас тут все. Значит, ну, люфт, конечно, есть. То есть вот этот поворотный люфт небольшой есть. Тут вот это не отнять. Но в целом не думаю, что это сверх как-то криминально. Все, дальше сейчас размечаем и прорезаем крышку, просверливаем, потом привариваем ее сюда и монтируем фиксирующую планку, вот, которая оригинальная, ну, насколько она оригинальная, которая стояла на момент покупки. Она уже, в общем-то, уработалась. Я думаю, что ставить мы ее обратно не будем, поставим что-нибудь другое. Так что все. Ну так, в общем и целом, ну, покрасить надо, конечно, так они страшноваты. Как-то это прям вот совсем прям по-гаражному. Надо покрасить. Ну все. Так, все, продолжаем. Ну, по сути, заканчиваем. Все, вот конечное изделие. В общем, конечно, давно не было такого, что я прям вот ждал, не дождался окончания проекта, потому что что-то прям затянулось. И не все гладко шло. Ну, в общем, конечно, эстетика страдает. Ну, как говорится,
Что поделаешь. Коронка под отверстие для вала у меня сломалась. В общем, пришлось там колхозить, вырезать. В общем, даже вспоминать не хочется. Ну, в итоге, ладно, вроде все взлетело. Все работает. Как говорится. Все двигаются. Да, они немножко болтаются. Ну, в смысле, болтаются, вот, люфт есть. Ну, это неизбежное зло при такой конструкции. То есть классические тиски имеют здесь вот квадратный профиль, и оно не дает им поворачиваться. Здесь такого, в общем-то, нет. Ну и плюс это уже, в общем-то, колхоз. Но, тем не менее, как и мой верстак, как бы это сказать, мягко говоря, не сильно эстетичный. Ну, будет работать теперь, я так думаю, что долгие годы. И, может, даже и хозяина переживет. В общем, вот, все, на этом проект завершен. В общем-то, не повторяйте моих ошибок. Если покупаете что-то такое, ну, в общем, надо смотреть, что вы покупаете. Не надо доверяться просто каким-то брендам, как вот я, вот советское. Да, оно советское, только оно уже не совсем советское. Все, спасибо за внимание. До свидания.